Следующий миф, который имеет место, что крестьяне бедные люди. То есть у нас в голове существует такое представление, что вот самые богатые это два. Ну, да, и дальше вот крестьяне не бедные люди. Совсем. Да? Крестьяне — это особое сословие. Очень многочисленное, очень сложно существующее, с очень богатой, изысканной, красивой культурой, которую мы утратили, несомненно. И утратили ее в 30-е и далее годы, она активно разрушалась, и именно по этой причине нам особого вот такого переживательного доступа к крестьянской культуре нет. Для того, чтобы об этом говорить, я хотела бы показать несколько картинок. Я прошу прощения, я использовала картинки, в смысле живописные, да, для того, чтобы у вас была возможность познакомиться с цветом. То есть что мы видим? Это первый вот этот слайд, это картина Куликова «Убор невесты», 1907 год. Вот это очень похоже нарисовано на те костюмы, которые мы видим и в музеях, и которые хранились в деревенских домах. Это деревенская одежда. Да? И еще одна очень важная вещь, которую нужно сказать в отношении свадеб, это то, что в свадьбе, кроме того, что согласуются экономические, социальные и прочие порядки, еще свадьба транслировала эстетический порядок. Она транслировала колористический канон, она транслировала особый способ звучания, то есть эстетику она передавала. Да? И это было самое яркое, ну вот если у кого театр, да, то у народа свадьба. Да, и это было самое яркое, самое впечатляющее действие. Еще одна картинка, уже гораздо более ранняя, это 1777 год, Шибанов. Картина называется «Празднество свадебного сговора». Очень любопытно, эта картина висит в Третьяковской галерее, и там написано, что художник досконально воспроизвел исторический контекст, а он никакой не исторический воспроизвел, он просто рисовал, что видел. То есть он просто, да, то есть вот в описании картины, да, думается, что это какая-то древний анахронизм, а это тот костюм, который мы наблюдаем, и который просто аккуратно в 60-е годы 20 века покупались у местных жителей, а во время войны обменивались на еду. Да? Это вот такие костюмы. Это еще одна картина Корзухина «Девичник», 1889 год. Я чуть-чуть покажу, да, чтобы успеть рассказать дальнейшее. Это чудесная фотография Шабунина, это начало 20 века, собственно говоря, невеста и ее подголосницы, которые ее ведут. Фотография черно-белая. Я хотела бы просто показать костюмы. Да, это же не специальный костюм, это он приехал туда на север и сделал фотографию. Это по поводу крестьян, да, которые не бедное сословие, да. Они не бедные, они просто особые, они жили не так, как жили те, которые на них смотрели, как на таких диковатых ребят. Другая, но это невеста, это тоже Архангельская область. Это жених ведет невесту, а она вот так вот выглядит. То есть вот она вот, да, вот этим закрытая этой самой фатой. Эту картиночку я хотела показать для того, чтобы вы имели возможность сравнить следующее. Вот где одна девушка сфотографирована, это недавно в Русском музее была выставка народного костюма, и там, соответственно, была предъявлена вот это вот, и этот костюм, и эта фотография. Год поступления этого костюма 1961. Да? То есть это понятно, что это костюм начала 20 века. А рядом фотография тоже неподдельного настоящего деревенского костюма, когда была разыграна постановочная свадьба пинежская. И то, и другое — это пинежский костюм. Почему я хотела их рядом показать? Потому что ту, которая с красными вот этими вот почти пионерскими платками, да, ну вот алыми, да, это ее правильно одевали, ее одевали женщины, которые знают, как одевать этот костюм. А ту, которую одели, как одели, да, ее одели те, которые не очень, ну, как одели, да. Но, в принципе, костюм тот же самый, почти, да, похожий. Такой костюм был у всех девушек на выданье.
у девушек на выдане в деревне вот такие костюмы, шитые бисером, золотом и так далее. Это фотография начала 20-х годов, чудесная. Мы с ней повстречались в селе Лешуконском, там ее пересняли. Это на съезжем празднике в 20-е годы сфотографировались девушки и молодки. Ну, видите, да, красоту. Девушки, которые в кокошниках, молодки, которые вот с платочками вот так вот завязанными. Почему я хотела их показать, кроме того, что они красоты неземной? Да? Потому что цветом общества были и девушки, и молодки. Свадьба обязательно состояла из моментов превращения одной в другую. И в первый день или в первую часть свадьбы, например, до венчания, она в костюме славутницы, в костюме девушки, в кокошнике, а во вторую часть свадьбы она перекручивается в молодку. Но при этом и молодки, и вот эти самые славутницы, это я хотела бы показать, как это выглядит, когда это в цвете. Это некоторые платья натуральные, а некоторые платья не натуральные, но женщины старались точно воспроизводить цвет материнского платья в одном из деревенских хоров. Да, просто вот. Это тоже фотография начала 20 века. Это вот цвет деревни. На съезжем празднике построились перед началом вождения хоровода. Как мы видим, в нем стоят и молодки, и девушки. То есть и те, и другие, да, вовлечены, потому что они есть самая главная красота, которую все предъявляют. Это символический капитал семьи — это не машина и не дача, а молодка. Да? Ее одевают лучше всего, да? Ее предъявляют везде.